Обыденную рисовую кашу лучше заменить на несложную в приготовлении итальянскую кашу ризотто. Здравствуйте! Приступаем? Начну с основных ингредиентов. Шампиньонов 4 штуки среднего размера, по весу это где-то 250 граммов. Рис арборио 1 стакан. Небольшая луковица, пармезан и белое сухое вино. Остальное по ходу приготовления. Шампиньоны помыть. Одну среднюю луковицу. Почистил и некрупно нарезал. В сотейник, или можно взять большую сковороду, наливаю немного оливкового масла и на среднем огне разогреваю лук до прозрачности. То есть его не нужно жарить в обычном понимании, а скорее пассеровать. У 2 шампиньонов срезаю ножку, а оставшиеся шляпки мелко нарезаю. Разумеется, не в труху. Добавляю грибы к луку и доливаю еще немного оливкового масла. Всю массу помешиваю деревянной лопаткой, чтобы грибы тоже полностью смазались горячим маслом. Затем идет основной ингредиент – рис арборио. Это один из сортов риса, который годится для приготовления ризотто. Немытый, подчеркиваю, рис арборио добавляю в сотейник. Ризотто по своей консистенции представляет из себя густую кашу, в которой рис не должен быть рассыпчатым. Поэтому рисовую муку смывать с поверхности риса не нужно ни в коем случае. Рис тоже поджариваю до прозрачности. По мере приготовления добавляю где-то полстакана белого сухого вина. Затем 4 небольших половника горячего куриного бульона. И с этого момента, практически не отходя от плиты, постоянно помешиваю рис в сотейнике, чтобы он достиг нужной консистенции и при этом не пригорел. Солю по вкусу, крышку не накрываю. По мере того, как бульон впитывается рисом, его надо подливать в ризотто. В это время еще 2 шляпки шампиньонов нарезаю пластинами. А для чего? Это я покажу чуточку позже. Не забываю помешивать рис и вовремя добавлять в него бульон. Кстати, забегая вперед, скажу, что бульона в общей сложности мне понадобилось около 1 литра. Далее, параллельно в отдельную сковороду добавляю настоянное с травами оливковое масло. Слегка разогреваю его и поджариваю пластины шампиньонов. Не солю их, чтобы оставить сочными. В грибы добавляю буквально 1 столовую ложку сухого белого вина. Алкоголь выпаривается, аромат остается. Выключаю конфорку под грибами и пусть они настаиваются. Следующим шагом вмешиваю в ризотто 50 граммов сливочного масла. Масло должно полностью растопиться. Постоянно помешиваю кашу и подливаю бульон. Масло должно полностью растопиться в каше и равномерно вмешаться в него до добавления уже последнего важного ингредиента, без которого ризотто не ризотто. Твердый сыр долгого созревания пармезан. Это французский вариант итальянского названия. Натираю на крупной терке 2 примерно равными порциями, ввожу в ризотто 100 граммов тертого пармезана и довожу до плавления сыра в каше. Готовое ризотто нужно подавать только горячим в силу содержащихся в нем ингредиентов. А стало быть, и готовить его лучше перед подачей на стол. В среднюю тарелку накладываю сначала порцию риса, затем поверх, помните, те самые поджаренные на оливковом масле с ароматными травами шампиньоны. И завершаю эту красивую конструкцию небольшим количеством тертого пармезана. Друзья, приятного аппетита, готовьте вместе со мной, а для этого подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. И чтобы не пропустить новые ролики, жмите на колокольчик. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайки. Напишите обязательно комментарии внизу этого блюда, а также делитесь ссылкой со своими друзьями в социальных сетях и мессенджерах. До новых встреч!